Привет! Вы на канале Неместных. Это Аделина, это Константин. Сейчас самый разгар туристического сезона, август 2024 года. И какой самый частый запрос у людей в Батуми? Конечно же, пляжи. И сегодня мы покажем вам пляжи Батуми и его окрестностей. Поищем самую чистую воду в городе, а найдем ли, есть ли вообще она, и как дела здесь обстоят с морем, с пляжами, с ценами на шезлонги, на зонтики. Давайте пройдем и посмотрим. Этот выпуск снимался не один день, поэтому сразу поставьте лайк. Подпишитесь, кто еще не подписан, потому что я смотрю, что по статистике очень много людей смотрят не подписанных на нас. А мы снимаем очень много контента про Батуми, много фишек, лайфхаков, так что будет интересно. Следующие видео тоже не за горами, вот такие классные будут. Так что смотрите, приятного просмотра. Пляжи в Батуми – это непрерывная береговая линия протяженностью более 7 километров. Но для удобства ее делят на условные пляжи, ориентирами которых служат отели или другие видные сооружения. Сейчас, в самый разгар сезона, Черное море прогрелось до 26-27 градусов, а Грузия тем временем принимает рекордное количество туристов, многие из которых желают отдохнуть на пляжах Батуми. Начнем с самого северного пляжа Батуми. Это вот, я не знаю, как назвать, это пляж около морского порта. Здесь, как мы видим, довольно много людей. Вообще этот пляж, наверное, не пользуется таким диким спросом, потому что основные пляжи дальше будут. Но вот самый первый пляж, где люди купаются. Я думаю, еще севернее, если смотреть, то наверняка там будут тоже какие-то места для купания, но там больше промышленный город. Там дальше судоходные вот эти вот самые верфи и так дальше. В общем, там все промышленная уже часть. А самый вот, уже где люди отдыхают, начинается вот отсюда. Мы видим здесь морской порт, где можно арендовать кораблик, например, поплавать. Мы сегодня обозревать этого не будем. У нас сегодня цель показать пляжи. Давайте зайдем в море. Ну, собственно, вход на пляже выглядит вот так. Тут помимо еды кем-то недоеденной, выброшены очень много всякого пластика, салфеток. Если честно, входить в эту воду не хочется. Я зайду, смотрите, вода теплая, немножко зеленоватая, как будто бы не такая прозрачная, а уже в 3 метрах мы видим, что там вообще ничего не видно, она мутная. Такая вода. И почему-то, знаете, скользкие камни. Я не знаю почему, скорее всего, может какой-то тиновый налет, но там скользкие они. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что дальше. Но здесь я бы не стал купаться, хотя людей очень много, покажи вот. Мы прошли метров 200 от того места, где мы начали, и мы видим здесь еще больше людей. Это такой небольшой пирс, откуда даже сверху прыгают люди в воду. В прошлом году здесь была чистейшая вода, самая чистая, вот в районе Батуми. Посмотрим, какая сейчас. Я думаю, здесь должно быть чисто, но хотя первые же кадры, вы видите, что такая же вода, немножко мутная. Ну, не знаю. Короче, я бы вот не стал здесь купаться. Здесь какие-то листики, но это ладно, это природа. Но в целом вода 2-3 метра прозрачная, а потом уже начинается какая-то муть. Ну, я не знаю, как это объяснить. Короче, мне здесь не нравится, но я думаю, если люди купаются, значит все нормально у них. Идем дальше. Здесь уже побольше лежаков и пошли первые зонтики. Это означает то, что здесь облагороженный пляж. Лежаки все и зонтики платные. Сколько они стоят, мы вам скажем чуть попозже. А теперь пойдемте вдоль набережной. Здесь очень много людей. Ну, популярное место, я не знаю почему, но вот так вот.
10 лари стоит шезлонг, чтобы лечь, и зонтик поставить, чтобы была тень, еще 10 лари. Итого 20 лари, ну, наверное, на весь день. Вот такой вот Иверия Бич, Бич Клаб, который мы вам показали ранее, прошли к нему по морю. Есть разные тарифы за 60 лари, за 120 лари и за 300 лари. То есть здесь вы выбираете уже, какой тариф подходит вам. Как мы видим, здесь можно в Батуми загорать, лежать, купаться дикарем. Никто не будет вам мешать спокойно загорать, но можно также и пройти отдельно, такое приватное у вас будет вход. Здесь будет получше условия, здесь будут и полотенца, и все на свете. Такой более культурный, комфортный отдых. А напишите в комментарии, что бы вы выбрали. Заплатить за свой комфорт и лежать, отдыхать. Здесь почище, кстати, да, здесь очень чистый пляж, тут убирают, видно. Либо прийти на дикий пляж, где все отдыхают, зато бесплатно, зато сколько хотите, там находитесь. Напишите в комментарии. Мы находимся вот напротив башни Алфавит, тут же недалеко и колесо обозрения. И вот еще один пляж, приватный вход, это Росса Бич. Очень классная атмосфера, здесь же такая музыка, можно зайти с компанией, посидеть, если уверен, тоже все платно, зато будет комфортно, будет чистый пляж. Вода вряд ли будет чище, но вот хотя бы бутылок на пляже не будет разбросанных. То есть, как мы видим, в этой части пляжа, морского порта, очень много приватных пляжей. Это здорово, потому что в прошлом году такого не было. Идем дальше. Через каждые 100 метров на набережной около моря расположены такие фонтанчики, где можно попить воды, набрать бутылку. Попробуем. На самом деле вода теплая, но напиться можно. А вы знали, что в Батуми хотят построить пальмовый остров? Это как в Дубае, такие насыпные островки искусственные. С 2022 года ведется обсуждение проекта. Вот до сих пор не вступил в силу, но хотят сделать и сделать не хуже, чем в Дубае. На всех оборудованных пляжах есть вот такие вот, скажем так, зоны, где можно помыть ноги, искупаться в целом, помыться от соленой воды. И это очень удобно, потому что включаете, и она льется вода. Вот, все. А сейчас мы находимся вот напротив такой башни, шпиль. И здесь находится пирс. Наверное, самый большой на набережной Батуми. Как вы видите, очень много людей здесь ходит. Здесь очень красиво. Сейчас пройдем туда и посмотрим. Ну вот мы еще на одном пляже, ну, точнее здесь везде люди купаются, и я лично опять не вижу чистой воды. Посмотрите отсюда, здесь все видно, что люди купаются в какой-то мутной воде. Может быть, она не грязная, но я думаю, все-таки это грязь. Мы подошли к классной такой скульптуре. Смотрите, какая она. Сердечко, 2 человечка и сердечко. И здесь увидели сабы в аренду, сабборды. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Такие вот доски. Ну, кто не знает, что это такое, здесь можно на этой доске, похоже на серферской доске, стоять или сидеть и грести вот такими веслами. Стоимость 30 лари на час. 30 лари в час. Вы можете покататься на сабборде прямо в открытом море. Матлаба. Как мы видим, здесь тоже есть лежаки, тоже все оборудовано. Люди лежат, загорают. Пойдемте посмотрим, какое море. Какое море. Черное море. Приходится переступать через круги. Потому что реально очень много людей. Вы знаете, я уже вижу, что вода такая, что мне не хочется сюда заходить.
Это не то. Это не то, что я хотел увидеть. Ну, она мутная вода. Как... Вода, да, теплая, классная, но там не видно ничего. Вы же видите, что даже по колено, если войдешь, не видно даже своих ног. Ищем чистую воду дальше. Хотел бы добавить, что в Батуми очень удачно сделали набережную, потому что со всех точек набережной можно пройти к морю, и везде будет пляж, пригодный для купания. Чего не скажешь, например, о Сочи, где пляжи только в определенных местах. В Адлере тоже то же самое, пляжи только вот в тех местах, где оборудовано. А здесь можно везде заходить, вот кругом. Хотите здесь, хотите через 100 метров. Где-то просто больше лежаков, скажем, где-то меньше. А в целом купаться можно везде. Это классно, это свобода. Береговая линия очень широкая, и при всем при этом нет закрытых прям пляжей, такие, которые ограждены по воде. То есть, по сути, вот мы вам показываем пляжи, но если смотреть по карте, это все одна непрерывная береговая линия. Она не прерывается ничем. Поэтому, ну, условно мы делим на это, например, пляж у морпорта, пляж у башни Алфавит и прочее. Но на самом деле это одна единая береговая линия. И мы все еще ищем пляж с чистой водой, прозрачной. Мы подошли к еще одному пляжу, вот с такой завитушкой, инсталляцией. Это пляж напротив Шератона. Вот отель Шератон, такой ориентир. Посмотрим, может быть, здесь какие-то другие условия для купания. Да, нужно сказать очень важную вещь, что на всех пляжах практически есть вот такие вот будки спасателей. Вот 1.1 баннере написано. Это говорит о том, что наблюдение есть, да, за людьми, которые купаются. Идем дальше. Тут уже поинтереснее выглядит все. Поинтереснее. Вот с сабом идет мужчина. Как раз здесь тоже прокат. Напишите в комментах, какая сейчас ситуация на пляжах, скажем, Краснодарского края. Как будто бы там больше людей. Но там меньше пляжи. То есть пляж, эти вот 5 километров, это все пляж, набережная. А здесь как-то вот все кучкуется. Идем до воды. Вот мы идем за мужчинами с сапом. Они хотят поставить его на воду и поплыть. А мы чего? А мы ничего не хотим. Мы хотим посмотреть, какая здесь вода. Ну вот сейчас уже вижу, смотрите. Вода чуть-чуть прозрачная около берега. Но вот дальше уже видно, что такая зеленая-зеленая, темно-зеленая. Я не знаю, что это. Это может быть, я не знаю, просто такая вода мутная. А может быть, стоки. Как вы думаете, что это здесь? Напишите в комментарии, что такое не то с водой. Или она такая всегда здесь. А мы подошли к зданию Марриотта. Очередной ориентир. Пляж напротив него. Здесь, как видим, не так много людей. Но посмотрим, может быть, здесь что-то новое, интересное. Может быть, вода почище. Температура воды в августе 26-27 градусов. В сентябре будет чуть-чуть попрохладнее, но тоже можно купаться. Итак, вода напротив Марриотта. Но опять же мутная. Опять грязная вода. Ой, чуть-чуть не упал. Мы подошли к Магнолии, вот к такому странному зданию. Многие считают его красивым, многие страшным. Но факт есть факт, мы дошли до него, и здесь большой поток туристов, которые идут прямо на пляж. Давайте посмотрим, может быть, здесь пляж отличается какой-то чистотой, может быть, разнообразием. Как вы видите, здесь много дорожек, которые ведут прямо на пляж. Давайте пройдем по одной из них. Кстати, да, сделано очень супер. Где пляжи? Там, чтобы вам не идти по песку, например, сделаны вот такие вот деревянные палеты. Здесь можно с коляской, например, прийти. Здорово. Вот хочется верить, что мы сейчас подойдем к воде и захотим туда нырнуть. Там такая прозрачная вода, рыбки видны.
Вот здесь еще больше концентрация людей. Как будто бы вот на такой глубине вода прозрачная. Но дальше мы видим, ног уже не видно у людей. Почему? Ну да, людей много. Прям вообще не видно. Куча мала. Да, сейчас послеобеденное время, сейчас ближе к вечеру, уже 7 час. И мы видим здесь много и местных людей, и не местных. А вы находитесь на канале Неместных. Подписывайтесь, кто еще не подписан. По статистике 80% людей, смотрящих видео, не подписаны на наш канал. У нас очень классный контент. Мы рассказываем все про Батуми. В ближайший год будет куча контента про Батуми. Кто здесь живет или кто собирается приехать, обязательно подписывайтесь. У нас есть контент, ролики про еду. Самые классные столовые Батуми. Вот здесь будет выпуск, который мы сняли. Очень набрал много комментариев и реакций. Смотрите. Вы видите, сколько здесь людей? А почему? Потому что мы находимся около Орби. Самое людное место. Здесь кишит, люди бегают, ходят, люди, человечество, в общем, бороздят космический простор. Короче, здесь очень много людей, и днем, и ночью. Смотрите, какая проходимость. Это все проходимцы. И здесь такая двойная. Смотрите, пойдемте, я покажу вам. Здесь двойная дорожка. Это говорит о том, что здесь очень много людей ходят. Вот смотрите, да, сколько места здесь. И здесь уж точно должно быть все очень круто. И чистейшая вода, прозрачнейшая, как в Персидском заливе. И здесь уже сидят, лежат в 5 рядов, в 10 рядов. Смотрите. Гамарджаба. Буквально яблоку негде упасть. Как вот здесь пройти? Давайте сюда, здесь целый лабиринт. Это целое приключение дойти до воды. Но там нас ждет сюрприз. Итак, момент истины, барабанная дробь. Такая же вода мутная. Короче, я не понимаю вообще ничего. Напишите, это нормально, что такая мутная вода везде или нет? Как будто бы она должна быть чище. Такая же, как и везде. Но людей очень много. Людям нравится охладиться в такую жаркую погоду. А мы еще не закончили, идем дальше. Поставьте лайк за наши труды. Мы сегодня прошли уже 10 километров. Мы не останавливаемся на достигнутом, пока не найдем чистую воду. А у нас уже другой день. Мы решили прийти снова поснимать пляжи Батуми, но уже выходной. Сейчас утро субботы. Посмотрим, может быть, вода будет почище, может быть, людей будет побольше или поменьше. В общем, отправляемся. Но я уже вижу, что людей не меньше, хотя сейчас первая половина дня, даже еще не обед. Люди уже загорают вовсю, отдыхают. Вон сапы тоже стоят. Пытаемся пробраться среди большого количества лежаков к воде. Может быть, она утром чуть-чуть почище. Так. Смотрите, люди прямо лежат. И вот здесь продают всякие семиты. Еду можно купить на пляже, кукурузу вареную. Люди прям так лежат, хорошо им. Что насчет воды? Ну, как будто бы мусора в воде нет. И она, может быть, чуть-чуть почище, но мутная. Вон там я вижу уже вода мутная. Хотя вот тела людей видно. И да, немножко почище. Чуть-чуть. Но не такая прозрачная, как хотелось бы, конечно. Но пойдет. Нормально, купаться можно. Да, предлагаю пройти подальше, в сторону уже аэропорта. Может быть, там будет вода. И
может быть, один пляж будет, в котором вода сильно отличается от того, что мы сейчас видим. Поэтому смотрите видео до конца. Может быть, получится. Пройдя по набережной немного дальше, ориентир Метро Сити, торговый центр, мы видим, что пляж уже немного видоизменяется тем, что здесь большое количество камней, вот таких вот булыжников. Сделано это, скорее всего, как укрепление во время шторма. Береговая линия за счет этого здесь, конечно же, она меньше. Людей здесь тоже не так много, как мы были в старой части, либо там, где Орби. Вода такая же абсолютно по температуре, по чистоте, как была на прошлом пляже, на предыдущем и вообще на всех других. Но вот хочется попробовать найти участок, где будет вода немного попрозрачнее. Ну, нам подсказали наши подписчики, что есть одно местечко с прозрачной водой. А мы сейчас проверим, так ли это. Хоп, а мы уже переместились. И куда, угадайте? Ну, в общем-то, вы уже, наверное, прочитали в описании, что мы в Гонио. Это пригород Батуми. Ну, вообще, некоторые карты говорят, что это сам город Батуми, некоторые говорят, что пригород. В общем, в сторону границы с Турцией, совсем недалеко. Сейчас я вам покажу, вон там горы. И вот те горы, это уже Турция. Первый пляж, куда мы приехали. Мы приехали, кстати, на такси. На самом деле, можно добраться сюда на автобусе. Минут 20-30 максимум. Первое, что отличает здесь от пляжей Батуми, это тишина. Прям тишина. Если бы люди ничего не говорили, не было бы людей, то было бы очень тихо, спокойно, умиротворенно. Самое интересное, наверное, вода. Какая здесь будет, чистая будет вода или нет, как нам обещали. Давайте дойдем. Людей гораздо меньше. Ну, понятно, что городок небольшой. Так. Ну, как будто бы, может быть, чуть-чуть почище, но в целом тоже зеленая. Ну, хоть по колено, если заходишь, то ноги видно. Здесь поинтереснее будет купаться. Мне кажется, хочется верить, что она немного чище здесь. По крайней мере, здесь не видно никакого пятна на воде. А муть, ну, просто из-за волн. Но здесь голуби, кстати, горят. Мы прошли метров 300 с того места, где мы изначально пришли, в Гонио. И здесь уже, смотрите, побольше инфраструктуры. Здесь вот домики интересные такие, бунгало стоят. И побольше зонтиков. И людей побольше, да. Сейчас посмотрим, какая вода будет. Такая прям, ну, то есть здесь пляж, наверное, центральный. Остальное все то же самое и красивый. Смотрите, какой потрясающий вид. Облачка, горы, синее-синее небо и стройка. Все хорошо. Напоминаю, что это Гонио. От Батуми, от аэропорта, если ехать, это минут 15-20. Можно на такси. У нас поездка вышла 18 лари. И сегодня выходной, поэтому повышенный спрос. Вообще дешевле стоит поездка. Ну или на автобусе можно доехать. Очень даже удобно, там один автобус ходит. И вот она водичка, ради которой мы сюда пришли. Вот здесь та вода, где хочется зайти и покупаться. Она чуть-чуть почище, не кристально чистая, но хотя бы можно, я думаю, зайти. Проверим. Давай. Вот смотрите, я уже стою по шею, и ноги видно. Это означает, что вода прозрачная, приятная для плавания. Сейчас мы немножко проплывем. Нет, не поплыву, потому что у нас вода боится воды. Ой, камера боится воды. Здесь приятно купаться, приятно. Очень хорошо. И она теплая вода, так что приезжайте купаться. Ну, наверное, в Гонио что. Хотя в Батуми тоже вода бывает, наверное, такая, но там, наверное, больше сливных вод.
Не знаю, почему там более мутные. А здесь промышленности нет, поэтому приятно. Да, камни крупные, ногам больно вообще, но вода почище. Вот первые 2 метра не очень, она такая мутная, потом уже становится почище, прозрачнее. И там на глубине, где уже дна не видно было, я свои ноги видел. То есть здесь вода более-менее хорошая. Так что Гонио, вот у всего побережья Батуми, только в Гонио такая вода. Абсолютно не холодно, сейчас середина августа, вода вот такая теплая. В этом выпуске мы с вами прошли пляжи от морского порта Батуми до самого Гонио. Пишите в комментариях, какой пляж вам понравился больше, может быть, на каком-то из них вы отдыхали и вам есть чем поделиться своими впечатлениями. Пишите нам в комментариях. Вообще это сделать было непросто, потому что мы прошли около 15, даже больше 20 километров по жаре, по такой вот сейчас самой. Поэтому поставьте лайк, если вам понравился выпуск. Подписывайтесь обязательно на канал, кто не подписан. У нас очень много будет выпусков про Батуми. Причем вы сами можете выбирать тему выпуска. Напишите, про что вы хотели бы узнать вот в наших выпусках. Мы осветим максимально объемно, максимально интересно. Будем придумывать новые фишки, это будет не скучно. Ну а мы пошли загорать и купаться на пляж, где, по нашему мнению, оказалась действительно самая чистая вода.